Это видео не для того, чтобы доказывать что-то конкретным астрофизикам. Пусть верят хоть в Большой взрыв, хоть в динозавров, мне абсолютно все равно. Напрягает только то, что любое астрофизическое шоу на Ютубе моментально превращается в священное писание для зрителей. Ну, раз астрофизик сказал, значит так и было в первые наносекунды после рождения космоса. Сегодня наука — это религия, а астрофизики — жрецы с теориями вместо икон. И именно против этого культа я и выступаю. Приведу пару примеров высказываний одного рандомного астрофизика с моими комментариями. В принципе, они всегда говорят одно и то же, поэтому в следующий раз, когда вы услышите что-то подобное, я думаю, вы сами сможете разобраться. Есть разные способы измерения расстояния, более-менее точные. Но вот такой прорыв на большие расстояния произошел тогда, когда появились первые оценки расстояния до галактик. Как это удалось сделать? Ну, впервые это удалось сделать на хорошей научной основе. Это американскому астрофизику Эдвин Хаббл, он наблюдал звезды путем фотографирования туманности Андромеды. И в туманности Андромеды и в других галактиках начал находить звезды, похожие на те, по которым умели определять расстояние до этого в нашей галактике. Это цефеиды. Звезды, меняющие свой блеск. И впервые дал грубую, не очень точную, даже совсем не точную оценку, которая показала, что туманность Андромеды и несколько других светлых пятен находятся далеко за пределами Млечного Пути. Хаббл всегда преподносился как окно во Вселенную, но на деле это просто цифровой арт, который подается публике как фотографии далеких галактик. Просто поток цифр, которые доводятся до обоев для рабочего стола. Научная ценность никакая, зато пропагандистская огромная. Хаббл стал иконой для веры в миллиарды световых лет и расширяющуюся Вселенную. Люди смотрят на эти картинки и видят портал в космос, хотя по сути это фотошоп для взрослых детей. Мне говорят, типа, легко критиковать, предоставь свою теорию. Во-первых, у меня не теория, а наблюдаемые факты. Вода в спокойном состоянии не гнется, а вакуум не может сосуществовать с системой под давлением без физического барьера. Это не моя версия, это законы, которые мы наблюдаем каждый день. Во-вторых, пусть прекратят повсеместную пропаганду гелиоцентризма и, пожалуйста, мне нечего критиковать будет. Вопрос закроется сам собой. Прекратите делать аборты, и я больше не буду выступать против убийства нерожденных детей. Проблема не в том, что я критикую, а в том, что есть что критиковать. В том, что народ привык к полному молчаливому согласию. В том, что сама система построена на лжи, и обижаться нужно не на меня, а на авторов учебников, как минимум. Хаббл уже сколько болтается над Землей, а так и не смог показать ни Землю, ни Луну в нормальном качестве. Зато рисует спиральки за маразмоярды световых лет. Ближайшее остается размытым и недоступным, зато у нас все предельно ясно, там, что на краю Вселенной. Ну, конечно, у нас есть объяснение, что он не создан для снимков Земли, он слишком умный для этого. Он ослепнет, если ты его наведешь на ближайший объект. Зеркало или что там они приклеили к этой банке треснет. Удобная наука. Чем дальше, тем достовернее. Чем невозможнее, тем увереннее. Чем недоступнее, тем громче. Моя BMW проехала 330 тысяч километров, и каждый год ей нужен серьезный сервис. А Хаббл с 1990-го пролетел там 7 миллиардов километров без всякого ТО. Или космос нежнее шведского климата, или моей машине не нужен сервис. Кто-то тут врет. А дальше уже, сказать, другие методы идут дальше, и самые далекие галактики, они расстояние определяют по сдвигу линий в спектре в красную сторону. Это так называемое красное смещение, которое тоже пропорционально расстоянию. Это вот этот эффект проезжающей скорой помощи, да? Когда... Да, это в основе это галактики удаляются от нас, так же, как скорая помощь, когда удаляется, да, так сказать, звук ее меняется на более низкую частоту. Здесь просто сдвигаются все линии, причем независимо от того, в каком диапазоне спектра они находятся. В видимом, в оптическом, в радио, в рентгеновском. Они сдвигаются на одну и ту же относительную величину. На процент, на 2%, на 100%, на 200% у далеких галактик. То есть, когда очень большое красное смещение, это просто приходит к нам совсем другая область спектра. Чем дальше лететь, тем сильнее волна растягивается, да, как бы получается?
Да, да, это так. Красное смещение — это просто когда свет сдвигается в сторону красного конца спектра, в отличие от другого конца спектра, где синий и ультрафиолет. Идея в том, что чем дальше объект удаляется от нас, тем сильнее его спектр краснеет, якобы потому, что объект удаляется от наблюдателя. Сам Эдвин Хаббл в своей книге «Наблюдательный подход к космологии» пишет: «If redshifts are the familiar velocity shifts, systematic variations do exist in the observable region, and they suggest an expanding universe that is finite, small and young». Если красные смещения — это привычные скоростные сдвиги, тогда они указывают на расширяющуюся Вселенную, которая конечна, мала и молода. С другой стороны, если красное смещение — это свидетельство какого-то неизвестного принципа природы, не связанного с реальным движением, то в нашей выборке наблюдаемые различия несущественны. Это звучит для вас как доказательство, как абсолютная истина, или скорее как осторожная гипотеза, сомнение. Сам Хаббл признал, что мы не знаем истинной природы красного смещения. Критик Большого взрыва Халтон Арп в своей книге «Видя красное смещение. Космология и академическая наука» пишет о том, что красные смещения являются внутренними, а не результатом скорости удаления из-за расширяющейся Вселенной. Ныне священное допущение о том, что все внегалактические красные смещения вызваны скоростью и указывают на расстояние. Итак, то, что красное смещение вызвано скоростью и указывает на расстояние, это допущение священное, которое нельзя оспаривать, можно только повторять, так как делает астрофизик Засов. По-моему, нет ничего научного в том, чтобы сидеть и пересказывать чьи-то священные допущения. А на плоской Земле красное смещение можно объяснять не через галактики убегают миллиарды лет, а через локальные наблюдаемые эффекты. Свет при прохождении больших расстояний через среду теряет энергию, длина волны растягивается, смещение в сторону красного спектра. Не нужно никакого расширения пространства. Если свет движется через плотные слои среды, через плазму, эфиры, электромагнитные поля, его частота может сдвигаться. Халтон Арп показал, что красное смещение может быть внутренним, зависит от возраста, электрических свойств и состояния объекта. Тогда смещение не скорость удаления, а характеристика самого объекта. По-моему, это куда логичнее, чем рисовать галактики на краю бесконечности. Куда проще признать очевидное, чем изображать безбрежный космос, где каждое пятно — это триллионы звезд. Как вообще люди поняли, что существуют галактики? Потому что вообще как будто это нетривиальная идея. Идея нетривиальная. В качестве таких предположений высказывались давно. Это еще, так сказать, это 19 век, когда еще не было известно, что вообще такие галактики существуют, но было предположение, что вот эти туманные пятнышки, которые наблюдаются в разных местах неба в телескопы, это звездная система. Доказать это было совершенно невозможно. Вот об этом первый, наверное, писал такой религиозный философ Сведенборг, очень, кстати, эрудированный был в различных науках. Уже, так сказать, в начале 20 века просто было два лагеря, можно сказать. Одни как раз эту идею поддерживали, что вот эти туманные пятнышки, которые на небе видны, это далекие звездные системы, а другие считали, что нет, просто вот облачка в нашей собственной галактике. Галактика, вот все то, что мы наблюдаем, принадлежит галактике. Это вот тот звездный мир, который нас окружает. В рамках модели плоской Земли туманные пятнышки можно объяснить без всяких миллиардов световых лет. Свечение плазмы, облака частиц, разреженная материя в верхних слоях атмосферы. Они видятся как туманность, потому что преломляют и рассеивают свет. И не надо никакой магии Большого взрыва. Если есть простое объяснение, не нужно выдумывать сложное. Принцип бритвы Акамы. Зачем что-то городить, если можно все объяснить намного проще? Серьезным астрофизикам такое, конечно, не под силу, потому что они посвятили лживым теориям всю свою жизнь, но нам-то, обычным людям, просто нужна правда. Локальные кластеры энергии видятся туманными, потому что находятся за толщей атмосферы и видятся рассеянно. Мы, обычные люди, видим ровно то, что видим. Световые пятна, рассеянные через атмосферу, плазму и локальные слои среды. Все. Никаких космических бесконечностей, никаких там взрывов. Только здравый смысл, который страшнее любого телескопа. Ну вот поэтому вот как раз решающую роль сыграло вот наблюдение переменных звезд, Цефеид, которые открыли нам, так сказать, вот всю, так сказать, безбрежность расстояния. Ну а дальше уже пошли
оценки красных смещений. Открытие Левит с этими цефеидами не доказало безбрежность космоса. Оно просто дало удобную математическую игрушку для расчетов. Но эта игрушка работает только при условии, что все вокруг одинаково и предсказуемо. А это заведомо неверно. Ошибка на старте, ошибка во всей картинке. Расстояния, полученные через цефеиды, используются, чтобы подогнать постоянную Хаббла. Но сама постоянная Хаббла меняется от метода к методу. То есть безбрежность Вселенной построена на шаткой подгонке. На плоской Земле цефеиды — это просто локальные мигающие звезды. Их яркость зависит от свойств среды, электрические разряды, газовые облака. А все разговоры про безбрежные расстояния — это просто надстройка, основанная на неверных аксиомах. Расстояние чуть-чуть мы затронули. А масштаб времени как понять? Из-за того, что мы получаем сигналы от далеких объектов с запозданием, мы все их видим в далеком прошлом. Да, это понятно. Ну, то есть звезды это годы, а галактики это миллионы лет, а более далекие галактики это миллиарды лет. Наиболее далекие галактики, которые нам доступны сейчас, которые вот с помощью современных телескопов можно наблюдать, от них до нас свет шел более 13 миллиардов лет. Если вдуматься, вот сидит человек, ему 80 лет, и он говорит про миллиарды лет. Откуда ему знать, что свет летит эти миллиарды лет? Он же никогда не наблюдал этого процесса. Это просто модель. Весь реальный опыт человечества по проверке скорости света от миллисекунд до секунд. И расстояние максимум 1000 километров. А вот, собственно, что было до галактик? Та среда, из которой они возникли, конечно. Было какой-то супер равномерный? Ну, из равномерного никогда ничего не получится. Всегда должны быть какие-то зародыши. На очень ранних стадиях преобладало не вещество, а электромагнитное излучение. А потом электромагнитное излучение упало в плотности, стала основная плотность принадлежать уже веществу, из которого слепились галактики. Объяснять неизвестное еще более неизвестным. Универсальный суп из ничего, который по расписанию превращается в галактики. Было ничто, стало все. Хотя, по словам астрофизика, это было не ничто, это было электромагнитное излучение. Красиво звучит, но вопрос-то остается, откуда взялось само излучение. Излучение — это тоже форма энергии. В классической физике есть закон сохранения энергии. Энергия не возникает из ничего и не исчезает в никуда. Когда астрофизики говорят про большой взрыв или про реликтовое излучение, они фактически говорят, что энергия появилась из пустоты. Это прямое нарушение закона сохранения энергии, который является краеугольным камнем всей науки. Вот эти сигналы от тех ранних времен, когда еще не было ни звезд, ни галактик, доходят до нас в форме так называемого фонового излучения. У нас еще часто их зовут реликтовым излучением. Оно приходит к нам со всех сторон. Реликтовое звучит священно, будто древний артефакт, а по сути это просто ровный фон радиошума, который можно объяснить гораздо проще. Верхние слои атмосферы и ионосферы излучают радиоволны, и любая антенна ловит это как равномерный фон. Ну и так далее. Если хотите продолжение разбора, поддержите меня на платформах, которые я указываю внизу. Но тут в принципе и так все понятно, их наукообразные мифы не выдерживают проверки. Космос расширяется там, а логика сжимается.